Приветствую всех, друзья, на моем канале. Сегодня 16 ноября 2024 года. Сегодня у меня много интересных и даже интригующих новостей, событий и заявлений. Обсудим актуальную ситуацию в Германии и мире. Поэтому, если вы еще не подписались на канал, самое время это сделать. Кнопка находится прямо под видео. Делитесь этим выпуском в ваших социальных сетях. А теперь давайте переходить к делу. Итак, начнем с новостей из Германии. И уже с начала 2025 года просителям убежища в Германии придется затянуть пояса потуже. Например, ежемесячные пособия будут снижены на 13 и 19 евро. Сокращение затронет всех, это от одиноких людей до семей, в зависимости, конечно, от их возраста, места жительства и семейного положения. Например, одиноким людям, которые не живут в коммунальном жилье, теперь будут выплачивать 441 евро вместо прежних 460. А для пар, проживающих в приютах сейчас, сумма уменьшится с 413 до 397 евро. Даже для детей и подростков предусмотрено сокращение со следующего года. Эти изменения, опубликованные Министерством социального обеспечения, следует рассматривать на фоне прошлогоднего увеличения пособий, что делает сокращение особенно заметным. Хотя базовые потребности в жилье, отоплении и электричестве по-прежнему не покрываются этими пособиями, финансовая поддержка теперь предназначена только для самого необходимого. Это продуктов питания, одежды и медицинской помощи только в экстренных случаях. Тем временем сообщается то, что в Берлине открыли жилье для тяжелобольных беженцев из Украины. В центре Сан-Парк под руководством диаконического учреждения Йоханнесштифт проживает 15 тяжелобольных пациентов и их близкие. Среди пациентов это люди с онкологическими заболеваниями и парализованные после инсульта, возраст которых варьируется от 30 до 96 лет. Каждый пациент в Германии живет в одной комнате с родственником, что позволяет семьям оставаться вместе. Для ухода за больными предусмотрена помощь медсестры и регулярные визиты врача, что обеспечивает базовую поддержку без необходимости в стационарном медицинском персонале. Этот проект финансируется Берлином и обходится в 500 тысяч евро в год. По словам президента же Государственного управления по делам беженцам Марка Зайберта, подобное решение уникально вообще для всей Германии. Учреждение также оборудована общая кухня, где жильцы готовят самостоятельно, что помогает развить навыки самостоятельной жизни и даже уход. Йоханнесштифт уже реализует похожий проект в Шпандау, предоставляя поддержку неизлечимо больным украинским женщинам. Между тем, многие нуждающиеся в уходе беженцы все еще проживают в Тегеле, и берлинские власти до сих пор продолжают искать дополнительные помещения для их размещения. Но не всем нравится текущая ситуация в Германии, и давайте прокомментируем вот это следующее видео. Если вы не понимаете языка, то, наверное, лучше включить субтитр. В принципе, это возможно, нажав внизу. Также подписывайтесь на канал. Чому ми покидаємо Німеччину? І зараз розкажу мінуси виключно для нас. Перше – це дитячий садочок. В нього попасти просто неможливо. Хочеться, щоб дитина розвивалась і в нього були свої друзі. Наступний мінус – це реалізація. Бути тут підприємцем дуже складно. Дуже багато документів, бюрократії і часу для того, щоб це все зробити. Так як ми не хочемо працювати все життя на заводі і заробляти собі на пенсію, нам цей варіант не підходить. Наступний мінус – це клімат. Я людина, яка дуже сильно любить дощі, але не в такої кількості. Саме така погода у мене викликає депресію. Також тут дуже складно з медициною. Швидку допомогу можна викликати тільки тоді, коли людина вже помирає. Звісно, проблема – це пошук житла. Тут, щоб знайти квартиру, люди чекають роками. І сьогодні ми зібрали своїх друзів, щоб з ними попрощатися. Для нас ці мінуси дуже важливі, хоча країна Німеччина нам дуже сподобалась. Обязательно пишите свое мнение по поводу данного видео. Считаете ли вы, что это правильно и неправильно? Итак, вот тем временем же, вот как видите на экране, в приюте для беженцев в берлинском районе Меринфельд на днях разгорелся инцидент, привлекший внимание правоохранительных органов в Германии. Например, в четверг один из сотрудников приюта обнаружил повреждения в жалюзи, которые напоминали пулевые отверстия. Это вызвало незамедлительную реакцию. На место прибыла полиция для проведения расследования. А что известно на данный момент? Представитель полиции сообщил, что на текущий момент нет информации о точном количестве отверстий и о том, были ли действительно они пулевыми.
Эксперты из Государственного управления уголовной полиции тщательно исследовали место происшествия и изъяли следы для дальнейшего анализа. Важно отметить, что никаких свидетелей, слышавших данные выстрелы, пока не найдено. Также неизвестно, когда и кем могли быть сделаны эти предполагаемые выстрелы. Полиция же Берлина продолжает расследование и просит всех, кто обладает любой информацией по инциденту, связаться с правоохранительными органами. Между тем, это не все инциденты с физическим имуществом. Так вот, активисты снова прорисовали велодорожку на Берлинер-аллее, протестуя против решений властей, как видите. Накануне группа активистов «Песок в коробке передач» в очередной раз взялась за маркеры и краску, чтобы создать велосипедную дорожку на Берлинер-аллее в районе Файзензее. Несмотря на запрет транспортного управления там. Этот факт самопроизвольного изменения городской инфраструктуры стал ответом на отказ городских властей реализовать велосипедный проект на опасном участке дороги, где ежедневно проезжает более 30 тысяч автомобилей. Активисты выступили с резкой критикой в адрес нынешнего Сената, заявив на своей странице в соцсетях, что черно-красное правительство не только пренебрегает законом о мобильности, но и сознательно ставит под угрозу безопасность велосипедистов и пешеходов в Германии. Их сообщение звучало ярко: ХДС убивает велопроекты, а мы открываем автомобильную полосу. И призыв завершился словами: где воля, там и велодорожка. История протеста на Берлинер-аллее началась не вчера. Район панков уже много лет пытается добиться изменений для повышения безопасности на одной из самых загруженных магистралей города. Однако, несмотря на усилия политической группы и активистов, проект по строительству выделенной велодорожки был отменен. Итак, сегодня улица остается с 4 полосами для автомобиля, также трамвайными путями и тротуарами, но без безопасного места для велосипедистов уже. Подобные действия активистов вызвали бурное обсуждение среди горожан, а также дали новый импульс дискуссии о необходимости перемен в городском движении Берлина. И между тем, это не все новости по порче имущества. Так вот, в немецком городе Аугсбург в школе Ульрих Фандер учебные дни превратились в настоящий квест на выживание. Посмотрите, лестничные клетки покрыты трещинами и готовы в любой момент рухнуть. А туалеты – это отдельная страшилка с грязью и ржавыми трубами. В такой обстановке учатся дети, терпение их родителей и учителей уже лопается. Сколько можно ждать обещанных ремонтов от местных властей уже? Этот вопрос встал остро. Учителя и родители решили больше не надеяться на бюрократическую волокиту и сами же взялись за дело. В выходные школьный двор превратился в импровизированный строительный объект. Вместе с кисточками и лопатами они красили стены вместе, обновляя перила и старались вдохнуть новую жизнь уже в старые стены. Даже старшеклассники подключились, каждому нашлась своя работа. И хотя бюджет школы не позволил осуществить капитальный ремонт, активисты надеются, что их пример станет заметен, а чиновники наконец услышат в Германии. А как дела с вашими школами? Пишите в комментариях и подписывайтесь на канал. И некоторые немецкие автопроизводители, между тем, всерьез задумываются о возвращении на российский рынок, несмотря на жесткие санкции. По мнению главы консалтинговой компании Schneider Group Ульфа Шнайдера, 2025 год может стать поворотным моментом, когда немецкие автомобили вновь займут свое место на российских дорогах. Шнайдер считает, что брендам следует поторопиться, ведь российский рынок быстро адаптируется к новым предложениям, и китайские автопроизводители уже успели занять свою нишу. По словам Шнайдера, у немецких брендов есть шанс потеснить китайских автопроизводителей, но важно действовать, пока интерес к немецкому качеству еще не угас. Он уверяет, что россияне готовы сменить китайские автомобили на более привычные немецкие марки, как только они вернутся. Однако Шнайдер предупреждает, если автопроизводители будут долго колебаться и бояться санкций, то российский рынок может стать для них потерянным, говорит он. И одновременно с этим Министерство экономики Германии потребовало от немецких портов отказаться от приема российского СПГ, сославшись на преобладающие общественные интересы страны. И этот запрет введен в тот момент, когда терминал Брунсбютеля готовился принять груз из России.
В письме подчеркивается, что изначальная цель создания немецких терминалов СПГ заключалась в освобождении Германии и Евросоюза от зависимости от российского газа, и такие поставки идут уже вразрез с этими направлениями. Ситуация обострилась уже после того, как Трамп подтвердил свое намерение ввести высокие пошлины на импорт товаров из Евросоюза. Трамп известен своей жесткой торговой политикой, и теперь Европа оказалась перед выбором – укрепить сотрудничество с США или столкнуться с серьезными тарифными ограничениями. В частности, он уже объявил о планах ввести 60% пошлины на товары из Китая и значительные пошлины на импорт из Европы, что ставит Евросоюз сейчас в непростое положение. Евросоюз активно обсуждает возможность увеличения поставок американского СПГ в качестве альтернативы российскому. И президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за расширение сотрудничества с США в энергетической сфере. Она отметила, что замена российского СПГ американским не только выгоднее по стоимости, но и поможет снизить цены на энергоносители в Европе. В 2022 году дефицит торгового баланса между США и еврозоной составил 131 миллиард евро. И такие шаги могли бы поддержать баланс на фоне новых угроз введения пошлин. Решение же Германии отказаться от российского СПГ наряду с обсуждением в Евросоюзе показывает, что при новом курсе Трампа Европа вынуждена усиленно работать над сокращением зависимости от российских ресурсов, одновременно стремясь избежать экономических санкций со стороны США. И между тем, как видите, утро на реке Шпрее в Берлине началось захватывающее зрелище. Активисты, рискуя жизнью, взобрались на культовую 30-метровую скульптуру «Человек-молекула» и развернули баннер с вызывающим лозунгом. Послание активистов было направлено против планов размещения оружия в Германии и военной политики страны в целом. На транспаранте красовался лозунг «Запретить Третью мировую войну», никаких ракет средней дальности в Германии, никаких еврофайдов в Курдистане, сообщается согласно газете. Молодежные интернационалистические коммуны, организовавшие акцию, заявили, что выступают против подготовки к войне и курса на конфронтацию, выбранного федеральным правительством Германии, особенно в отношении России. И одна из активисток отметила, что перфорированные панели скульптуры символизируют жертв войны, и именно этот образ побудил их к такому необычному протесту. В рамках же этого манифеста ребята также требовали отменить поставку истребителей в Турцию на сумму 4 миллиарда долларов. Шаг, который, по их мнению, лишь подливает масло в огонь этого конфликта. В итоге к 9 утра полиция уже дежурила у скульптуры, однако активисты оставались наверху, скандируя лозунги, привлекая внимание прохожих в Германии. К часу дня все участники по требованию полиции добровольно спустились и были задержаны для установления личности. Тем временем, несмотря на активистов, 25 ноября Евросоюз начнет масштабные полевые учения сил быстрого реагирования, в которых примут участие более 1700 военнослужащих из 15 стран. Эти маневры, которые продлятся до 10 декабря и пройдут именно в Германии, включают отработку стратегического и тактического и оперативного взаимодействия. В состав тренировочных групп входят отряды горной и обычной пехоты, медицинские бригады и подразделения материально-технического обеспечения. Цель ясна – и проверить слаженность и скорость развертывания военных подразделений Евросоюза. И этот проект, должен продемонстрировать, что к 2025 году силы быстрого реагирования Евросоюза будут способны мобилизовать до 5000 бойцов в случае кризиса, действуя автономно, без поддержки НАТО и таких стран, как США и Великобритания. По словам главного дипломата Евросоюза Жозепа Борреля, это станет важным шагом на пути превращения Евросоюза из экономического объединения в самостоятельный военный альянс. Между тем Шольц заявил резко: «Я горжусь тем, что Германия хорошо распоряжается своими деньгами», и вызвал настоящий взрыв смеха в зале заседаний Бундестага. В условиях, когда государственный бюджет трещит по швам, дефицит бьет рекорды, а финансирование социальных программ сокращается, его слова прозвучали как насмешка над реальностью. Послушайте это.
Gibt es eine vergleichbare Debatte? Ich finde nicht alles gut. Ich finde nicht alles gut, was anderswo in den G7-Staaten so entschieden wird. Und ich bin sehr stolz darauf, dass Deutschland ein Land ist, das gut mit seinem Geld umgeht und auf eine Staatsverschuldung. Ich bin sehr stolz darauf, dass Deutschland gut mit seinem Geld umgeht und eine Staatsverschuldung hat, die Richtung 60% marschiert, während unsere Partner alle überhalb von 100 liegen. Последние годы деньги из казны утекали на все подряд, но кризис следовали один за другим, требуя новых расходов и на пандемию, и на энергетику, и на военные нужды, и на социальную помощь, и на поддержку бизнеса. Но куда деваются эти средства, если инфляция растет, а граждане сейчас тратят больше на базовые товары даже? Кажется, что бюджетные дыры уже сейчас не залатать. И одновременно с тем, когда речь заходит о зарплатах в Германии, многие удивляются не только суммам, но и тому, кто попадает в категорию богатых или бедных. И давайте разбираться. Например, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц формально получает жалование, а не зарплату. Его базовый оклад составляет 22 тысячи евро в месяц до налогов, но с учетом всех надбавок, включая выплату за депутатский мандат. Эта сумма вырастает до 32 788 евро в месяц, и это автоматически относит его уже к категории богатых в Германии. А рядовой депутат Бундестага в 2024 году получает 11 227 евро в месяц. Депутаты могут иметь и дополнительные доходы, например, от частной адвокатской практики. Но даже без этого их зарплата относит их к состоятельным, верхним 10% населения Германии, зарабатывающим от 8736 евро в месяц. Богатыми в Германии считаются люди, чей доход превышает 23 656 евро в месяц. Состоятельные – это те, кто зарабатывает от 8736 евро. Они составляют 10% жителей, но их доля в уплате подоходного налога огромная – это 57% от общей суммы налогов. Средний класс – почти половина работающих немцев. Их доходы начинаются с 3444 евро в месяц. Низкий доход или официально бедный – это каждый пятый житель Германии. Их же доходы составляют 1884 евро или меньше даже в месяц. Важно понимать, что многие из тех, кто зарабатывает мало, работают не полный день, что влияет на общий их доход. И вот немецкая система зарплат демонстрирует резкий контраст между уровнями доходов, а налоговая нагрузка на состоятельных остается колоссальной сейчас. Но интересно, что даже депутаты не всегда входят сейчас в число богатых. А где вы видите себя в этой шкале? Напишите в комментариях и подписывайтесь на канал. Тем временем же 19 ноября в Варшаве соберутся министры иностранных дел Великобритании, и Италии, и Германии, и Польши, и Франции, и Украины. Тем для обсуждений будет предостаточно, от событий на Украине до европейской политики. Однако, как отмечают источники газеты, особое внимание, вероятно, будет уделено влиянию переизбрания Дональда Трампа на пост президента США на трансатлантические отношения. Переговоры обещают быть насыщенными. Например, польский премьер Дональд Туск на прошлой неделе уже намекал, что вопросы трансатлантического сотрудничества сейчас стоят особенно остро. Об этом он говорил после встреч с президентом Франции, премьером Великобритании и лидерами НАТО. И главная интрига, сможет ли Европа сохранить баланс в отношениях с Вашингтоном в условиях изменяющегося мирового порядка. Эта встреча станет еще важным маркером для определения дальнейших стратегий, от поддержки Украины до укрепления союза внутри Евросоюза и США. Вопросы о том, как изменится политика под новым старым лидером в Белом доме. И все они останутся в центре внимания для всех участников. И вот между тем отпуск пары из Франконии превратился в борьбу за возвращение домой. Казалось бы, что может быть лучше, чем 10 дней отдыха на солнечной Тенерифе. Тюнде и Манфред Хан из Франконии, забронировавшие путешествие в октябре, ожидали расслабления и спокойствия. Но все пошло не по плану, когда пришло время возвращаться домой. 4 дня хаоса вместо обратного рейса. Рейс Кондор,
который должен был доставить пару в Мюнхен, стал началом их приключения. Вместо запланированного вылета начались бесконечные поездки. Это из отеля, находящегося в 90 километрах от аэропорта, и обратно. Авиакомпания то и дело обещала вылет, но самолет так и не появился. Объяснений не было, запасных самолетов тоже. 3 дня пара вместе с другими туристами провела в аэропорту Тенерифе. Никакой информации ни о причинах задержки, ни о новой дате вылета не было, а языковой барьер только усиливал этот хаос. Немецкоговорящие пассажиры пытались договориться с испаноговорящими сотрудниками аэропорта, а те лишь пожимали плечами. Никто ничего не объяснил, ни когда мы не улетим, ни почему рейс отменен, просто тишина, жалуется Тёнде Хан. Причиной всей драмы стал младший перевозчик авиакомпании Condor, это Marabu Airline. Компания, основанная в 2022 году, уже успела прославиться проблемами с организацией. Несмотря на извинения генерального директора Акселя Шеффе, пассажиры остались полностью недовольны. Мы внесли структурные изменения, уверяет Шеффе. Добавляет, что компания заботится о безопасности, но заявления о лампочках, которые не горят, звучат издевательски на фоне ночей в отелях с паразитами и сломанными дверями, сообщается. В конце концов, Тюнде и Манфред Хан сами купили билеты на Люфтганза за 1000 евро и вернулись обратно домой, в Германию. Но их негодование только растет. Ни авиакомпания, ни туроператор Ицтура не предложили компенсации или объяснений. Мы требуем извинений и возмещения расходов, заявляет эта пара. Пока их запросы остаются без ответа, этот отпуск они запомнят не солнечными пляжами, а кошмаром по пути домой, как видите. Вот такие новости на сегодня. Некоторые из них могут вам понравиться, а некоторые и нет. Что вы об этом думаете? Предлагаю обсудить все это в комментариях. Не забывайте также подписываться на мой канал, ведь важна ваша поддержка очень для моего канала. Всех благодарю за внимание.